Привет! Вы на канале Школа вязания Трико. Каждый будний день мы публикуем уроки по вязанию, а по выходным бесплатные мастер-классы от популярных блогеров. Подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. В конце ролика вас ждет купон на скидку в интернет-магазине Атрико. Всем здравствуйте! Предлагаю сегодня вместе со мной провязать очень красивый фактурный узор. Образец данного узора у меня провязан в 2 раппорта в высоту. Раппорт в высоту составляет 24 ряда и раппорт в ширину 34 петли. Такую красоту я вязала из пряжи альпака от Атрико. Состав пряжи 20% шерсти, 70% хлопка, 10% антипилинга и в 50 граммах 100 метров. Свой образец я вязала спицами 4,5. Смотрите, какой красивый фактурный узор. Он рельефный получается, в то же время легкий и воздушный. Подойдет для вязания джемперов, свитеров, кофт, кардиганов. Таким же узором можно связать плед, будет классно, красиво смотреться. Пряжу можно взять как зимнего состава, в составе которой в шерсть, и также пряжу и летних составов. Кстати, тоже будет хорошо смотреться, например, из молочного хлопка, то есть из пряжи не тонкой, в пряже, где метраж не меньше 350 метров в 100 граммах. Я думаю, вы видите, какой он красивый, как он классно смотрится. Данный узор я увидела на просторах интернета и решила поделиться с вами. Кого заинтересовал этот узор, проходите дальше, смотрите видео и вяжите вместе со мной. Я желаю вам легких петелек, быстрых и ровных. Приступаем к вязанию нашего узора. Напоминаю, что раппорт 34 петли плюс 4 петли у меня они идут как двойные кромочные. Ну, это я их так называю для себя, то есть идет кромочная петля плюс 1 лицевая сначала и в конце. Эти лицевые петли мы не вяжем постоянно, они идут только в кромке. Если вы, например, будете вязать изделия, то, естественно, они будут у вас только идти к кромочным петлям, для того, чтобы было, например, потом удобно для сшивания. Если же вы вяжете изделия по кругу, то тогда вообще кромочные петли мы не делаем, вяжем по кругу. Приступаю к вязанию первого ряда. Кромочная 1, кромочная 2, вторую кромочную петлю я провязываю лицевой в лицевом ряду, изнаночной в изнаночном ряду. 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4. Дальше делаю 5 раз группу петель накид и 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Их провязываем 5 раз. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше провязываем 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прошу прощения, похоже, убрала руки. И снова повторяется 5 раз накид с 2 лицевыми вправо. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязали. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И у нас осталась лицевая кромочная и кромочная в конце ряда провязываю изнаночной петлей. Первый ряд мы с вами провязали. Разворачиваемся, вяжем второй ряд. Второй ряд и все изнаночные ряды, все четные ряды
мы будем вязать по рисунку, ну то есть ровно так, как лежат наши петли. В данном случае все вяжется изнаночными петлями, кроме кромочных. Последняя изнаночная вяжется и первая снимается. Все остальное провязываем изнаночными петлями. Предлагаю провязать самостоятельно и встретиться в третьем ряду. Второй ряд провязан. Дальше вяжем третий ряд, и здесь у нас с вами начинается перекрещивание петель налево или направо. Кромочная, вторая кромочная, провязываем ее лицевой, лицевая петля. Теперь нам 3 петли нужно переместить налево и вот эту петлю направо. Что делаю я? Я вяжу без дополнительной спицы. Я снимаю 3 петли, нить за работой, провязываю 4-ю петлю, переснимаю, так аккуратно цепляю и провязываю 3 переснятых петли. У меня получилось перекрещивание налево. Дальше вяжем 4 элемента накид и 2 вместе направо. 1, 2, 3 и 4. Дальше следующие петли точно так же, как и в первом случае, перемещаем налево или направо. Вот здесь мы переместим направо петли, дальше у нас петли будут перемещены налево. Значит, что делаем здесь? Петли нам нужно переместить направо. Нить перед работой, одну петлю снимаем, следующие 3 провязываем лицевыми петлями, завожу спицу под нить, вот так вот аккуратно переснимаю петлю, которую переснимали, которую не провязывали, пересняла, вот эти петельки провязанные одеваю на спицу и провязываю вот эту петлю лицевой, переместила направо. Здесь налево, так же как и в первом случае мы делали, ниточка за работой, 3 снимаю, 4-ю провязываю и переснимаю. Так, проделано. Дальше вяжем снова 4 элемента накид и 2 вместе. Раз, 2, 3, 4. Провязали. И снова вот эти 3 петли нам нужно переместить направо. Нить перед работой, петлю снимаю, провязываю 3, аккуратно завожу спицу за работу, петелечки провязаны переснимаю и провязываю петлю, которая переместилась у нас налево. Лицевая и 2 кромочных, лицевая и изнаночная петля. Третий ряд провязан, 4-й ряд четный вяжем самостоятельно. Вяжем следующий 5-й ряд. Кромочная 1, 2, кромочные провязаны. Дальше у нас с вами начинается 2 петли, 2 вместе налево. Первую петлю я вот так снимаю, вторую провязываю и накидываю петлю снятую на провязанную петлю, накид. Теперь снова перемещение 3 петель налево, переснимаю, провязываю 1 лицевую, так, переместили налево, 3 раза накид и 2 вместе направо, 1, 2 и 3. Провязали 3 раза. Дальше продолжаем перемещать наши петли, нашу дорожку. Здесь в данном случае направо. Нить перед работой. Сняли лицевую. 1, 2, 3 лицевые.
переснимаем и провязываем снятую лицевую. Дальше здесь у нас начинается точно так же 2 вместе и накид налево, 2 вместе лицевой налево, накид, снова дорожку перемещаем налево, снимаем 3 петли, лицевая, три петли переместили. Здесь продолжаем вязать 3 раза, накид, 2 вместе направо, 1, 2, 3. Снова перемещение нашей дорожки направо. Рисунок несложный, главное в него вникнуть, понять, где что перемещается, и все будет вязаться отлично. Так, переместили нашу дорожку. Здесь у нас элемент 2 вместе с наклоном налево, накид и кромочные петли. 5 ряд провязан, 6 ряд вяжем самостоятельно. Продолжаем вязание и 7 ряд. Кромочные. Снимаем 1, 2 лицевая, дальше лицевая петля, 2 вместе с наклоном влево, накид, снова наша дорожка уходит влево, 3 петли снимаем, 4 провязываем, все переснимаем, провязали. Дальше 2 раза у нас повторяется элемент накид и 2 вместе вправо, накид, 2 вместе вправо, 1, накид, 2 вместе вправо, 2. Перемещаем нашу дорожку вправо, здесь у нас в центре этого квадрата уже будет 2 элемента, 2 вместе влево и накид. Вяжем 2 вместе влево, накид, 1, 2 вместе влево, накид, 2. Опять перемещение дорожки. Здесь 2 раза повторяем накид, 2 вместе вправо, накид, 2 вместе вправо. Перемещаем нашу дорожку вправо, или граница нашего ромба переместилась вправо. Дальше вяжем 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая и кромочные 2 петли, лицевая и изнаночная. 7 ряд провязан, 8 ряд вяжем самостоятельно, 9 ряд, 2 кромочные, сняли лицевая петля, дальше 2 вместе налево, накид, 1, 2 вместе налево, накид, 2. Вот здесь у нас уже прям четко видно наша дорожка, которую нужно переместить налево. Провязываем. Теперь у нас один раз здесь накид и 2 вместе с наклоном направо. Снова перемещение нашей дорожки. Провязываем его. Так, провязали. Здесь у нас 3 раза повтор, 2 вместе налево, накид.
2 вместе налево, накид 1, 2 вместе налево, накид 2 и 2 вместе налево, накид 3. Сделали. Снова дорожка у нас, граница нашего ромба уходит налево. Провязали это перемещение. Здесь остается накид 2 вместе направо 1 раз. Снова граница ромба, который мы должны переместить направо. Провязано. Дальше 2 элемента, 2 вместе с наклоном влево, накид. 2 вместе с наклоном влево, накид. 2 вместе с наклоном влево, накид. Кромочная, лицевая и изнаночная петля. 9 ряд провязан, 10 вяжем самостоятельно. Дальше вяжем 11 ряд. Кромочная сняли, лицевая, лицевая петля, 2 раза 2 вместе с наклоном влево и накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном, накид, 2 раза сделали. Продолжаем перемещение нашей границы ромба, в данном случае налево. 1, 2, 3. И здесь направо. Сделали. Дальше у нас 4 раза повторы, 2 вместе налево, накид, 2 вместе налево, накид 1, 2, 3, 4. Провязали. Снова перемещаем границы из 3 петель налево. И направо. И здесь у нас 2 раза, 2 вместе с наклоном влево, накид, 1, накид, 2, накид, лицевая петля и 2 кромочных петли, лицевая и изнаночная. 11 ряд провязан, 12 ряд вяжем самостоятельно. Дальше вяжем 11 ряд, кромочная сняли, лицевая, лицевая петля, 2 раза 2 вместе с наклоном влево и накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном, накид, 2 раза сделали. Продолжаем перемещение нашей границы ромба, в данном случае налево. 1, 2, 3. И здесь направо. Сделали. Дальше у нас 4 раза повторы, 2 вместе налево, накид, 2 вместе налево, накид, 1, 2, 3, 4. Провязали. Снова перемещаем границы из 3 петель налево. И направо.
И здесь у нас 2 раза, 2 вместе с наклоном влево, накид, раз, накид, 2, накид, лицевая петля и 2 кромочных петли, лицевая и изнаночная. 11 ряд провязан, 12 ряд вяжем самостоятельно. 13 ряд, кромочные снимаем, кромочная, лицевая петля. Теперь мы 3 раза провязываем элемент, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, раз, 2 и 3, 6 лицевых, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше вяжем 5 раз элемент, 2 вместе с наклоном влево и накид, раз, 2, 3, 4, 5, провязали. Дальше 6 лицевых, раз, 2, 3, 4, 5, 6, и снова 2 вместе с наклоном влево и накид 3 раза, 2 вместе, накид, раз, 2 и 3, кромочные петли, лицевая и изнаночная. 13 ряд провязан, 14 вяжем самостоятельно. 14 ряд провяжем, дальше вяжем 15 ряд, кромочная, 2 кромочная, лицевая петля, элемент, 2 вместе с наклоном влево, накид. Здесь мы повторяем 2 раза, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, повторили. Теперь начинаем перемещать границы нашего ромба в обратные стороны, то есть в первом случае будет направо, во втором налево. Перемещаем 3 петли направо, провязали. Теперь 3 петли налево, четыре раза будет повторяться наш элемент, 2 вместе налево, накид, и вяжем раз, 2, 3, 4, провязали. Граница перемещается в противоположную сторону, точно так же, как и здесь. Сейчас уходит направо. Не теряйте накид. У меня было такое, что я его теряла. Вот начала, когда провязывать, переснимать петли, и накид терялся. Перемещаем направо. Перемещаем налево. 3 петли. И 2 раза провязываем элемент, 2 вместе влево, накид, 2 вместе влево, накид, 2 вместе влево, накид, лицевая петля и 2 кромочные петли. 15 ряд готов, 16 вяжем самостоятельно. 17 ряд, 2 кромочные, 2 раза повторяем элемент, 2 вместе с наклоном влево и накид, раз, 2, перемещение нашей границы вправо,
переместили. Здесь начинаем провязывание элемента накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо. Дальше перемещаем границу налево, три раза повторяем 2 вместе с наклоном налево и накид. Раз, два, три. Перемещаем нашу границу направо. Здесь провязываем накид и 2 вместе направо. Граница уходит налево. И 2 раза 2 вместе с наклоном налево и накид. 2 вместе налево, накид, раз, 2 вместе налево, накид, 2. И кромочная, лицевая и изнаночная петли. 17 ряд провязан, 18 ряд вяжем самостоятельно. Дальше вяжем 19 ряд. Кромочную сняли, вторая кромочная, лицевая. Начинаем вязать узор. Лицевая петля, 2 вместе с наклоном влево, накид. Граница наша продолжает перемещаться направо. Направо. Дальше 2 раза элемент накид, 2 вместе направо, накид, 2 вместе направо, раз, накид, 2 вместе направо, 2. Перемещаем нашу границу налево, 3 сняли, провязали, снятые петли на левую спицу, провязанную направо, раз, два, три. Дальше 2 раза наклон налево и накид, 2 вместе с наклоном налево и накид, 2 вместе с наклоном налево, накид, раз, 2 вместе с наклоном налево, накид, 2. Снова граница нашего ромба уходит налево, вернее направо. Так, ну я думаю, вы уже все понимаете, как именно провязывается здесь узор и как уходят границы. Здесь уже сложно запутаться. Повторяем. 2 раза элемент накид, 2 вместе с наклоном направо, накид, 2 вместе с наклоном направо, раз, накид, 2 вместе с наклоном направо, 2. Граница у нас продолжает уходить налево. Сняли 3 петли, провязали 1, переснимаем все и провязываем 3 петли. Так, сделали. Дальше 2 вместе с наклоном налево, накид, лицевая петля и кромочные, лицевая и изнаночная. 19 ряд провязан, 20 вяжем самостоятельно. 21 ряд. Кромочную сняли, лицевая кромочная, 2 вместе с наклоном налево и накид. И здесь видите, да, что граница снова у нас продолжает перемещаться направо. Провязываем это перемещение. Дальше 3 раза повторяем элемент накид, 2 вместе направо, накид, 2 вместе направо, раз, накид, 2 вместе направо, 2, накид, 2 вместе направо, 3. Дальше перемещение наших границы налево. Так.
переместили налево. Здесь один элемент, 2 вместе налево и накид, 2 вместе налево и накид. Снова перемещение нашей границы направо. Провязали. 3 раза повторяем накид, 2 вместе направо, накид, 2 вместе направо, раз, накид, 2 вместе направо, 2, накид, 2 вместе направо, 3. Дальше наш ромб перемещается налево. Снова петли переснимаются, провязывается лицевая, переснятые на левую спицу и провязываем. И один раз 2 вместе налево и накид, кромочная лицевая и кромочная изнаночная петля. Провязан 21 ряд, 22 вяжем самостоятельно. 23 ряд, и он у нас будет последним лицевым рядом в раппорте данного узора. Кромочную снимаем, кромочная лицевая, лицевая петля, перемещение нашей границы вправо, провязали. 4 раза повторяем накид, 2 вместе вправо, накид, 2 вместе вправо, раз, накид, 2 вместе вправо, 2, накид, 2 вместе вправо, 3, накид, 2 вместе вправо, 4. Перемещаем наш ромб, границы нашего ромба налево. Направо. Так. Снова провязываем 4 раза накид, 2 вместе вправо, раз, накид, 2 вместе вправо, 2, накид, 2 вместе вправо, 3, накид, 2 вместе вправо, 4. Граница нашего ромба уходит налево, переносим налево и лицевая петля, лицевая кромочная, изнаночная кромочная. 23 ряд провязан, 24 ряд вяжем самостоятельно. Мы полностью провязали раппорт нашего узора в высоту. Вот что у меня уже получилось. У вас это будет в 2 раза меньше, так как у меня провязаны 2 раппорта в высоту. Но уже очень видно, что красивый, интересный узор, фактурный. Сейчас мы искупаемся и из гадкого утеночка превратимся в прекрасного лебедя. Легких ровных петелек. Буду очень рада, если вы свяжете такой узор и он вам понравится. До новых встреч! Как воспользоваться купоном и заказать пряжу со скидкой? В поле поиска вводим пряжа от Трико. Переходим на сайт магазина, выбираем нужную пряжу и нажимаем кнопку «Положить в корзину». После того, как выбор сделан, нажимаем на значок корзины. В ней мы видим всю пряжу, которую выбрали. Устанавливаем необходимое количество каждого артикула. В специальное поле вводим код купона. Текущий код вы можете увидеть на экране. Нажимаем кнопку «Применить купон» и корзина пересчитывается с учетом скидки.
После этого нажимаем кнопку «Оформить заказ», внимательно заполняем все поля и нажимаем кнопку «Подтвердить заказ». Поздравляем! Ваш заказ оформлен. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.